Я не буду рассказывать вам, как надо снимать архитектуру. Я буду вам показывать на конкретных примерах, как архитектуру снимаю я. Но давайте начнем с краткой теории. Вы помните, как вы в детстве рисовали дом? А давайте немного порисуем. Вот так же начинающий фотограф делает свои первые фотографии. А теперь давайте посмотрим, как дети рисуют дом в художественной школе. Я в детстве ходил в художественную школу, знаю не понаслышке. Вы видите разницу? Плоская картинка в первом случае и объемная во втором. За счет чего достигается ощущение объема? Это, друзья, линейная перспектива. Так что это такое линейная перспектива? При линейной перспективе предметы уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего плана. А теперь давайте поговорим, что такое ритм. Ритм в музыке – это чередование звуков и пауз разной продолжительности. А что такое ритм в фотографии? Примерно то же самое, только ритм фотограф изображает при помощи предметов, как одинаковых, так и разных. Ритм – одно из самых простых и в то же время самых сильных выразительных средств фотографии. Ритм выражает идею непрерывности, периодичности, протяженности снимаемого объекта. Можно сфотографировать красивый городской фонарь, и на фотографии будет красивый городской фонарь. А можно выбрать точку съемки таким образом, чтобы фонари стояли ритмично, и это будет уже ритм, как в музыке. А теперь только представьте, что в музыке отсутствует ритм. Представили? Это просто шум. А как выглядит фотография без ритма? Также однообразно, плоско и скучно. Еще есть пересекающийся с ритмом такое понятие, как паттерн. Паттерн – это еще один композиционный прием, широко используемый в фотографии. Это простые повторяющиеся формы, которые могут быть как ритмичными, так и хаотичными. Попробуйте заполнить кадр паттерном, и вы увидите, как изображение усиливает взгляд зрителя. Использование ритма и паттерна в композиции позволит вам снять фотографию, которую интересно будет разглядывать. Теперь, когда вы уже знаете, как на фотографии показывать объем, перейдем от теории к практике. Первое. Когда нужно снимать архитектуру? Всегда. В отличие от пейзажной фотографии, где фотографы стараются снимать золотой час, архитектуру можно снимать все 24 часа в сутки. Архитектура любит четкость и резкость на изображении, и поэтому полдень также вполне подойдет для съемки. Но есть некоторые исключения, и касаются они прежде всего технической возможности. И это означает то, что вам будет тяжело снимать популярное место в час пик, когда это место будет просто забито людьми, и вы не сможете выбрать место съемки для удачного ракурса. В таких случаях я поступаю следующим образом. Вечером в путешествии, во время вечерних прогулок я присматриваю те места, которые мне хотелось бы снять. И потом я прихожу на это место либо ночью, когда почти весь народ уже разошелся, или рано утром, когда еще темно, чтобы успеть снять ночную фотографию и утреннюю. Тогда мне никто не будет мешать выбирать точку съемки, а те редкие прохожие, которые в любое непиковое время все равно попадаются, они только оживят и разнообразят мой снимок, чтобы город или улица, которую я снимаю, не выглядела как после апокалипсиса. Второе, что нужно для съемки? Для получения красивой архитектурной фотографии даже не обязательно снимать на зеркалку, вполне сойдет даже телефон. Главное, чтобы ваш аппарат имел ручное управление. И, конечно же, для ночной фотографии нам понадобится штатив для съемки на длинных выдержках при минимальном значении ISO. Третье. Про базовые настройки камеры мы уже с вами говорили в одном из прошлых видео. Ссылка будет сверху, для тех, кто не видел, рекомендую посмотреть. А мы теперь с вами коснемся конкретных ситуативных настроек камеры. Когда на улице темно, я использую штатив. И следующие настройки камеры. Режим камеры, приоритет диафрагмы. Диафрагму назначение f9, f11. Чем меньше отверстие, через которое проходит свет, тем более интереснее будут отображаться в кадре источники света. Именно этим приемом получают лучи, и свет выглядит как звезда. И как вы знаете, чем выше значение диафрагмы, тем меньше отверстие объектива, пропускающее свет. Далее ставим чувствительность матрицы ISO на значение, я ставлю не более 400, если объекты на камере освещены, максимум на 800, если темно, если света совсем мало или нет вовсе. Выше ISO я использую крайне редко, так как меня не устраивает появление шума на изображении. Выдержка, соответственно, работает автоматически, подстраиваясь под настройки диафрагмы и ISO.
выставленных вручную. Камера при таком режиме за счет автоматической выдержки удерживает уровень экспозиции в нормальном положении, при котором отметка находится на нуле. Вот так работает этот режим. Приоритет выдержки работает таким же образом, только наоборот. Но к этому режиму мы с вами обязательно вернемся в других видео. По мере увеличения заполняющего света при восходе солнца я снижаю ISO до 200, потом и до 100. И когда количество света при моих настройках позволит снимать на коротких выдержках, я убираю штатив и снимаю с рук. Так у меня появляется мобильность. Четвертое. Что снимать? Свою всю съемку я могу разделить на 3 составляющие. Первым делом я снимаю общие планы. Теперь, когда мы отсняли общие планы, перейдем на средние. На средних планах могут быть отдельные объекты из общих или небольшие уличные сценки, где архитектура выполняет роль декораций. Кстати, не забывайте заглядывать на соседние улицы, там очень часто можно найти интересный сюжет для снимка. Хороша всем натива, мой копейка красива. И в конце детали. При общих планах диафрагма f9-f11 для получения резкости изображения. При средних планах диафрагма от 4 до 11. Детальная же съемка, я открываю диафрагму полностью. Для чего это делается? Это делается для отделения объекта от фона. Ну что еще может подарить нам что-то интересное и необычное? Отражение. Отражения могут быть в лужах, на мокрой дороге, на мраморной плитке, на любой отражающей поверхности, включая витрины магазинов. С витринами можно создавать очень интересные сюрреалистичные сюжеты, используя отражение как двойную экспозицию. Если вы оказались без штатива, не огорчайтесь, снимайте в обратном порядке. Сначала пустите в свою камеру больше света, откройте диафрагму и снимайте детали. Открытая диафрагма при максимально допустимых для вас значениях ISO, как помните, для меня этот порог 800, позволит вам использовать выдержку на значениях, при которых не будет даже микросмаза. Как определить такую выдержку? Все очень просто. Я всегда использую выдержку, при которой число значения выдержки, находящееся под дробью, в 2 раза превышает используемое фокусное расстояние. То есть при использовании объектива с переменным фокусным расстоянием 17-40 мм, если зум стоит на фокусном расстоянии 40, то моя выдержка будет не меньше 1/80 секунды. Если зум стоит на первом значении, на 17 мм, то для съемки с рук вполне подойдет выдержка 1/35 секунды. Ну и так далее. Калькулятор вам в помощь. Ну вот, друзья, теперь, вооружившись этими базовыми знаниями, вы будете не только снимать намного лучше, но и понимать, почему одна фотография смотрится скучно и однообразно, а другая интересная и привлекающая внимание. А помочь в развитии вам поможет практика, изучение теории по созданию композиции. И мы в следующих видео обязательно будем говорить о режимах съемки, используемых в других жанрах фотографии. И, конечно же, в ближайшее время я покажу, какими способами можно обработать архитектурную фотографию, чтобы усилить эффект воздействия на зрителя. А сейчас до новых встреч. Желаю всем добра, интересных сюжетов и больше восторженных зрителей вашим фотографиям.